Глава 291. Пылкие дебаты в Королевском суде. Главный зал Королевского дворца Южного лета. Собрались несколько десятков лучших личностей. На нефритовом троне, которому вели 9 нефритовых ступеней, сидел король, который обладал в стране Южного лета наибольшим авторитетом. На 7-й ступени стояли 3 роскошных трона, на которых сидели 3 правителя Южного лета. Слева сидел совершенный правитель, справа — правитель Пылающего солнца, а в центре — безмолвный правитель. Собрались все 3 правителя. Пришел ученый Чутянь. Раздался в зале громкий голос. Это привлекло внимание всех главных героев. Все посмотрели на юношу в белом, который бесстрашно, смело шагал по залу. Он был намного моложе всех собравшихся, глаза его горели, как факелы, как холодные звезды в пустынную ночь. Выражение лица его было весьма естественным, а движения расслабленными, в них не чувствовалось ни капли нервозности. Это знаменитый Чутянь из центрального государства, все начали перешептываться. Безмолвный правитель кивнул. Совершенный правитель прищурился, однако лицом не изменился, а глаза его загорелись. Правитель Пылающего солнца кинул на Чутяня гневный взгляд. Правитель Пылающего солнца был самым откровенным из них. Чутянь не мог понять, как он занял одно из мест правителя. Ниже короля и 3 правителей расположились важнейшие министры страны Южного лета. Лидером был великий ученый Гоу Цаньцу, а другие были главами крупных семей. Когда Чутянь вошел, как минимум десяток из них посмотрели на него с изумлением и враждебностью, словно Чутянь представлял для страны Южного лета угрозу. «Смельчак Чутянь!» Донесся суровый голос из самой высокой точки главного зала. Голос был оглушительным и рухнул на людей, словно глаз небесный, и те ощутили слабостью давления горой рухнуло на Чутяня. Это был королевский престиж. Как король мог не обладать сдерживающим фактором силой? Не говоря уже о том, что культивация короля Южного лета была достаточно высокой, чтобы долгие годы удерживать трон. Но на что король рассчитывал? С ним вежливо разговаривали даже императоры великих империй с этого континента, что уж говорить о короле небольшой страны. До будущего оставалось еще 30 лет. Короли нынешней эпохи не могли даже обуть его. Королевский престиж не навредил Чутянь, но короля Южного лета следовало уважать. Не стоило в такое время оскорблять короля Южного лета. Поэтому Чутянь, вместо того, чтобы возмутиться, низко поклонился. «Слуга заслуживает 10 000 смертей, прошу короля наказать меня, в центральном государстве ты впал в заблуждение, и король посмотрел на твои достоинства в громовом государстве и государстве Цин, поэтому наказывать тебя не будет». Гневно посмотрел на Чутяня король Южного лета, но ты, получив королевское воззвание, не сразу приехал в имперский город. Ты отнесся к королевскому воззванию, как к шутке. Ты даже серьезно ранил младшего молодого мастера семьи Ван. Ты ни во что не ставишь законы имперского города. Скажи, заслуживаешь ли ты смерти, Хехе? Кашлянул Гоу Цаньцу. Мой король, в этом вопросе есть некоторые недоразумения. Давайте сначала послушаем объяснение Чутяня. Да, черт возьми, давайте. Взорвался горячий правитель Пылающего солнца. Даже если его не волнует король, правитель хочет кое-что спросить. Ты подстрекал потомка моей семьи сразиться со старейшиной и даже серьезно ранить старейшину моей семьи. Как ты объяснишь это правителю? Этот старейшина, Чутянь посмотрел на правителя Пылающего солнца. К Наньгун Юнь это отношение не имеет, это сделал я. Наньгун Чжи переполняли непомерные амбиции, он хотел получить все даром. Он хотел заполучить торговое чудо, что за дерзкая мечта. Какая чушь! Вскочил правитель Пылающего солнца, и зал наполнила горячая аура. Наньгун Чжи предложил тебе щедрые условия. Щедрые условия. Ха! Чутянь перестал притворяться скромным. Выпитив грудь, он поднял взгляд на правителя Пылающего солнца. Мое торговое чудо стоит больше, чем ваша семья Наньгун. Хочу попросить правителя Пылающего солнца, если вы отдадите мне семью Наньгун, я позволю вам стать младшим директором торгового чуда на 10 лет. Вы готовы? Как дерзко. Сжал кулаки правитель Пылающего солнца, и к потолку взметнулось пламя. Он напоминал тигра, спускающегося с горы, готовившегося напасть на Чутяня. Все смотрят. Невинно махнул рукой Чутянь и быстро проговорил. В такой ситуации и почтенный правитель Пылающего солнца, и маленький человек вроде меня отреагировали бы одинаково. Правитель Пылающего солнца от ярости чуть с ума не сошел. Думаешь, я не пойду против тебя? Это королевский дворец. Холодно произнес безмолвный правитель. Правитель Пылающего солнца не понимает правила. Правитель Пылающего солнца стиснул зубы. Семьей Наньгун будут управлять члены семьи Наньгун. Пусть вернется Наньгун Юнь. А если я этого не хочу? Ты, вдруг заговорил совершенный правитель. Даже король не вмешивается в дела семей. Ты не должен вести себя так грубо.
Конечно, я не собираюсь вмешиваться в ваше семейное дело, но Наньгун Юнь моя сотрудница, и она подписала контракт с компанией. Произнес Чутянь, и его тон изменился. Как насчет того, что я отпущу ее, а семья Наньгун выплатит неустойку? Немного, лишь несколько миллиардов золотых монет, несколько миллиардов золотых монет. Правитель Пылающего Солнца едва не сплюнул кровь, король Южного Лета нахмурился. Ладно, оставив это на потом. Давайте не будем обсуждать этот вопрос. Вопросы семьи Наньгун можно обсудить отдельно, а это королевский суд, стиснув зубы, правитель Пылающего Солнца сел на трон. Что за мальчишка? Утр пот с лица Гоу Цаньцу. Чутянь хотел умереть, подставив правителя Пылающего Солнца. Тот побагровел от ярости, но понял, что Чутяня защищают великий ученый и безмолвный правитель. Злиться было бесполезно, и им оставалось лишь отступить. Король Южного Лета холодно спросил: «Что ты имеешь в виду?» Чутянь продолжил объяснять. Королевское воззвание велело приезжать как можно скорее, но по пути в имперский город я столкнулся с неприятностями, которые заставили меня задержаться. Вдруг министр встал. Какие красноречивые речи. Если бы все были такими краснобаями, как ты, какими бы стали законы страны Южного Лета? Верно, ты не смеешь говорить, что случилось с тобой в пути, пусть все знают, что ты не подчинился приказу. Или ты смотришь на моего короля сверху вниз? Встал генерал в фиолетовой броне. Дело в том, что ты избил Ван Юаня, а моя семья Ван до сих пор не разобралась с тобой. Услышав оппонента, Чутянь обрадовался. Что касается избиения Ван Юаня, сейчас я об этом говорить не буду. Что касается моей задержки, то один из моих свидетелей — это генерал Ван Ту. Что ты сказал? Это был никто иной, как Ван Ту, генерал в фиолетовой броне, который потерпел в кроваво-красном храме поражение. Прочистив горло, Чутянь сказал: покинув центральное государство, я направился в имперский регион. Кто мог подумать, что в государство Цан, собираясь попасть в имперский регион, я столкнусь с трагическими убийствами. Вырезали деревню на границе государства Цан, погибло несколько десятков тысяч невинных жителей. Хоть я и простолюдин, я не мог допустить несправедливости. Как я мог закрыть глаза на эти убийства? Мы со спутниками провели расследование и, наконец, нашли преступников, которые оказались демоническими культиваторами. Убив их, я решил, что делу конец, но, готовясь выехать в имперский регион, я кое-что узнал. Эти люди были останками культа небесного демона. Они собирались отправиться в секретную штаб-квартиру, подготовленную культом небесного демона, и пробудить почтенного главу культа. Услышав это, король Южного Лета и 3 правителя изменились в лице. Лицо Ван Ту помрачнело, словно что-то пришло ему в голову. Чутянь рискнул сопроводить лидера культа и, наконец, попал в храм. Он пересказал все с красочными описаниями, закрученными сюжетными поворотами и напряжением. Конечно же, ради повествования некоторые детали он поменял. «Хочу спросить тебя, генерал Ван Ту». Чутянь холодно посмотрел на него. Ты прекрасно понимал, к чему приведет возрождение кроваво-красного храма и пробуждение почтенного главы, но королю об этом не сообщил. Вместо этого ты тайно отправился в храм ради собственной выгоды, ради сокровищ. Ради собственной выгоды ты не обратил внимания на тот факт, что королевство могло столкнуться с катастрофой. Думаю, человек вроде тебя со злым сердцем и мыслями лишь о себе должен умереть. Ван Ту едва не сплюнул кровью. Это он был тем ублюдком, этот человек украл все сокровища из кроваво-красного храма и даже поранил его драгоценного зверя. Не успел Ван Ту возразить, как Чутянь сделал ответный ход: и ты — правитель Пылающего Солнца. Чутянь гневно указал на него. Ты и право старый и непонятливый. Ты не можешь управлять даже одним министром, и это привело к катастрофе. Если бы не везение, которое позволило мне убить почтенного главу, старого демона, с ним не справились бы даже вы, 3 правителя. Страну Южного Лета уничтожили бы племя гончих войны и возродившийся культ небесного демона. Услышав это, король Южного Лета побледнел. Это все правда? Правитель Пылающего Солнца, Ван Ту, как вы это объясните? Правитель Пылающего Солнца замялся. Это. Правитель не знал. Я хотел спросить у Цзо Яна. Король Южного Лета фыркнул, он явно остался крайне недоволен. На лбу Ван Ту напряглась вена, и он сердито возразил: «Мой король — это ошибка». Слуга был эгоистом и заслужил 10 тысяч смертей, но этот ублюдок чуть не освободил почтенного главу. Король Южного Лета посмотрел на Чутяня. «Ты хотел освободить почтенного главу. Я разбудил его, чтобы убить и избежать неприятностей в будущем». Честно ответил Чутянь. Зачем же еще Ван Ту был готов утащить Чутяня за собой? Кто знает, мертв почтенный глава или нет. Ты так слаб, как ты мог убить его? Сердца у всех подернулись холодом. 3 правителя нахмурили брови. Верно, это было лишь заявление одной из сторон. Чутянь сказал, что убил почтенного главу, но кто знал, действительно ли тот мертв?
Если почтенный глава сбежал, страна Южного Лета в большой беде, на пол упала кровавая чаша. Это святой предмет кроваво-красной ветки — кровавая чаша. Громко произнес Чутянь. Это духовный предмет, много лет связанный с почтенным главой. Теперь у него нет владельца. Из нее исчезла душа почтенного главы, он определенно мертв, все зашумели. Чутянь фактически убил одного из последователей культа небесного демона. Если эта новость выйдет за пределы дворца, она вызовет в стране Южного Лета большой переполох, Ваше Величество. Встал Гоу Цаньцу, улучив момент. Старцу кажется, что Чутянь не провинился, а совершил доблестный подвиг. Люди, которые стояли за спиной Гоу Цаньцу, стали выкрикивать. Чутянь спас страну! Чутянь спас страну! Гоу Цаньцу продолжил. А Ван Ту, напротив, нанес стране вред из-за своего эгоизма, а в кроваво-красном храме он даже сговорился с племенем гончих войны. Этот поступок явно хуже, и я считаю, что его нужно жестоко наказать. Если Ваше Величество не распределяет награды и наказания должным образом, как вы выдержите сплетни мира? Жестоко наказать Ван Ту, жестокое наказание без амнистии, снова заговорили его последователи. Чутянь сказал, младший молодой мастер семьи Ван у всех на глазах пытался силой женить на себе Мэн Ин, к тому же он грубо поступил с вице-президентом торгового чуда Мэн Цину. Судя по всему, семья Ван ведет себя высокомерно и плюет на законы, не думая о королевстве. Если я ошибаюсь, то готов принять наказание, но если меня накажут, мой король, это будет несправедливо. Король Южного Лета хлопнул себя ладонью по лбу. Постоянные нападки застали Ван Ту врасплох. Черт возьми, это я жертва. В кроваво-красном храме я не нашел ничего и даже потерял драгоценного зверя, но разве я жалуюсь? А теперь меня злит этот мальчишка, справиться с этим было невозможно. Король Южного Лета хотел продемонстрировать власть над Чутянем и раздавить его гордость, но он не мог в такой ситуации не наградить Чутяня, так ведь? Этот человек постоянно бросал вызов вышестоящим лицам, и если его наградить, это испортит престиж короля. Безмолвный правитель, что ты об этом думаешь? Правитель считает, что у Чутяня есть и достоинства, и недостатки, но первые перевешивают последние, спокойно произнес безмолвный правитель, сделал паузу и продолжил. Сокровище кроваво-красного храма нужно отдать ему, это и будет его награда. Отлично. Король Южного Лета остался доволен этим предложением. В гневе Чутянь чуть не сплюнул кровью. Черт, безмолвный правитель, на чьей ты стороне? Эти вещи уже принадлежат мне, а ты хотел, чтобы я их отдал? Было бы хорошо, если бы вы не сделали меня маркизом, а дали хотя бы 1-2 миллиона золотом. Эгоизм Ван Ту навредил королевству. Он будет оштрафован на 10-летний доход, чтобы появился повод подумать о своих ошибках. На этом все, теперь все могут идти. Закончив, король Южного Лета не дал никому отреагировать и ушел, взмахнув рукавом. Глава 292. Чутянь и бешеные псы. Все попрощались с королем Южного Лета. Вычесть зарплату за 10 лет? Что за наказание? Семье Ван было несколько сотен лет, и если бы они зависели от этой зарплаты, но наверняка повесились бы. Финал явно не оставил Чутяня довольным, но сказать он ничего не мог. Чутянь ни во что не ставил Ван Ту. Ван Ту смотрел на Чутяня глазами, полными ненависти. Лучше тебе быть осторожным и смотреть, куда идешь. Да ты мне угрожаешь. Громко выкрикнул Чутянь на весь зал, распахнув глаза. И что мне делать? Против мелкого торговца вроде меня выступает уважаемый двукрылый генерал, который вступал в сговор с гончими войны. Чего тебе бояться? Раздался сзади них голос старца. Разве без дракона его можно считать двукрылым генералом? Он в лучшем случае прыгающий по земле клоун, подошел седовласый старец, и это был никто иной, как Гоу Цаньцу. Взгляд Ван Ту похолодел, между семьей Ван и великим ученым нет разногласий. Раньше не было, теперь есть, посмотрел на него великий ученый, поглаживая бороду. Лучше впредь будь осторожнее. Не советую сталкиваться со мной на улице. Я стар, у меня не очень хорошее зрение, и если я случайно покалечу вора, то не знаю, как сообщу об этом королю Южного Лета. Еще посмотрим. Ван Ту гневно ушел. Чутянь и без того был полон сил, а если бы к нему присоединился Гоу Цаньцу, его легкие взорвались бы от ярости. Кажется, со времени нашей последней встречи великий ученый стал более энергичным. Не называй меня великим ученым, старец этого недостоин. Гоу Цаньцу почитал Чутяня как мастера. Даже с королем Южного Лета он не вел себя так почтительно. Я тебя представлю. Это мои коллеги и академическая фракция, каждый из них обладает титулом ученого. За спиной Гоу Цаньцу он увидел 8 ученых. Все были довольно старыми и, должно быть, обладали глубокими знаниями. Раз их допустили на утренний суд, у них было особое происхождение. Это Джао Пу,
исполнительный старейшина Дворца обучения, Императорский городской дворец обучения был крупнейшим институтом страны Южного Лета. Человек, управляющий Дворцом обучения, не мог быть обычным человеком и явно не уступал Юнь Тяньхэ. Люди, возглавляемые великим ученым, не стеснялись поддерживать Чутяня. Чутянь сложил ладони, приветствуя старейшину Джао. «Эй, эй, так нельзя, так нельзя». Джао Пу поспешно сделал шаг назад и тоже сложил ладони. «Мы оба ученые и находимся на одном уровне. Не говоря уже о том, что у вашего превосходительства Чутяня потрясающий талант. Как я могу с тобой сравниться, старцы вели себя довольно строго». Чутянь спросил Гу Цаньцу, кто они такие. Улыбнувшись, Гу Цаньцу сказал: «Мои старые друзья — лучшие таланты страны Южного Лета. Хоть они и не видели президента, они восхищаются тобой и мечтают присоединиться к торговому чуду». Жао Пу и другие старцы закивали. Да, да, это было к лучшему. И как Чутянь мог им отказать? Торговое чудо состоит из секты Чу и секты Юнь. «Секта Чу — моя семья и слуги, а секта Юнь — исследовательский отдел», — сказал им Чутянь. «Как насчет того, чтобы вы присоединились к секте Чу и стали работать на секту Юнь в качестве ученых? Отлично, отлично. Возможность работать в торговом чуде — благословление для старцев. Обычно эти старцы были упрямыми старыми псами, которые лишь утомляли остальных. Дворяне опасались их нервировать, а теперь они сотрудничали с Чутянем, и это была настоящая мощь. Все, желающие приобщиться к делу Чутяня, должны были брать пример с этих старых ученых. Гоу Цаньцу остался доволен результатом. Президенту уже присвоили титул ученого, но церемонию еще не проводили. Знаю, тебе не нравятся формальности, поэтому я максимально все упростил. Тебе надо посетить дворец обучения, иначе пойдут сплетни». Хорошо, Чутянь последовал за учеными в дворец обучения имперского города. Великий ученый лично выдал Чутяню мантию ученого. Теперь Чутянь стал настоящим ученым. Этот статус был универсальным для всего континента. Даже покинув страну Южного Лета и посетив земли другой расы, он мог пользоваться этим статусом. Приглашаю всех в торговое чудо вместе выпить. Хорошо, хорошо, довольные, старцы покинули дворец обучения. Оказавшись перед торговым чудом, они оторопели. Они увидели большую команду солдат в красной броне, окружающих торговое чудо. Чутянь нахмурил брови. Что здесь произошло? Что-то случилось. Паник Гоу Цаньцу. Это команда семьи Наньгун. Торговое чудо окружили несколько тысяч солдат семьи Наньгун, а несколько старейшин кричали: «Наньгун Юнь, мы даем тебе минуту, чтобы выйти. Возвращайся к семье и прими свое наказание, иначе мы ворвемся внутрь». Несколько тысяч солдат семьи Наньгун хором закричали. Семья Наньгун была крупнейшей военной семьей в стране Южного Лета. Больше половины лучших команд, сражающихся с гончими войны, пришли из семьи Наньгун, так что аура их окружала очень пугающая. Торговое чудо не решалось сражаться, так что они подошли вплотную к дверям. Что бы ни выкрикивала семья Наньгун, никто не реагировал. Проклятие! Взорвался гневом Чутянь. Они пытаются запугать меня, Чутяня. Если я не покажу им мою мощь, они пошлют за мной новые отряды. Гу Цаньцу со старцами направились к ним. Что вы все делаете? Это имперский город. Ваши отряды окружили дом, разве это законно? Когда семья Наньгун увидели Чутяня, Гоу Цаньцу и команду ученых, их сердце наполнились страхом. Команда старцев Гоу Цаньцу была известна в имперском городе как бешеные псы. Эти старые псы не обладали огромной силой, но могли приводить людей в безумие. Обычные люди не были способны на такие провокации. Не стоит упоминать, что Чутянь среди этих псов был самым диким и напористым. 2 месяца назад в центральном государстве он даже взял в плен южного маркиза. Если сегодня он выйдет из себя, в этом не будет ничего удивительного. Под руководством Чутяня бешеные псы лишь стали могущественнее. Вы что творите? Вышел вперед старший старейшина семьи Наньгун. Семья Наньгун забирает своих родственников, как вы можете вмешиваться? Слушайте, разве это разумно? Выкрикнул Гоу Цаньцу, подняв руку, и к нему обернулись люди. Наньгун Юнь единственная, у кого есть духовный источник божественного класса. Однако 10 лет назад из-за интриг в семье, когда ей было всего 9 лет, ее сослали в провинцию. 10 лет ее культивация прогрессировала медленно. Сверхталант страны Южного Лета чуть не погиб, все были поражены. Духовный источник божественного класса — это правда. Почему я никогда об этом не слышал? Гу Цаньцу продолжил. Наньгун Юнь повезло встретить Чутяня, президента торгового чуда, который ее поддержал. Всего за 5 месяцев она достигла 5-го уровня пробужденной души, все были в шоке. Прогресс оказался слишком быстрым. Наньгун Юнь стала сильнее, и это взволновало некоторых членов семьи Наньгун, поэтому они решили ее вернуть. Скажите, если они заберут Наньгун Юнь, она выживет? С праведным негодованием выпалил Гоу Цаньцу. Мы потеряем не только талант страны Южного Лета, мы потеряем ту, кто может стать экспертом уровня правителя.
Скажите, можем мы ее отдать? Нет, нет, все кричали в унисон. Члены семьи Наньгун были полны злобы. Хватит распространять слухи и всех обманывать. Тут же на помощь пришел Джао Пу. Слушайте, люди семьи Наньгун, если вы хотите ее забрать, вам придется перешагнуть через наши старческие трупы. Иначе даже не думайте пройти через дверь. Разве это не всего лишь семья Наньгун? Старец со всеми вами будет бороться. Правильно, я пролью вашу кровь, даже если мне придется умереть. Заметив подстрекание команды старых ученых, члены семьи Наньгун побледнели. Честно говоря, они боялись выступать против Гоу Цаньцу и этих старых псов. Зачем тратить на них слова? Кинулся вперед Чутянь и ударил офицера кулаком по лицу. «Бейте их!» — Гоу Цаньцу взревел. «Бейте!» Чего? Они действительно сражаются. Черт возьми, бейте их! Старшие старейшины семьи Наньгун и старые ученые начали сражаться. Благодаря потрясающей мощи, Гоу Цаньцу удалось избить большинство старейшин семьи Наньгун за мгновение эка. Обычные солдаты семьи Наньгун запаниковали и не посмели двигаться с места. Им не отдали новый приказ, поэтому они не двигались. «Отступаем, отступаем! Нам нужен приказ правителя Пылающего Солнца», члены семьи Наньгун разбежались, оставив ошеломленных очевидцев. Это и был знаменитый Чутянь из Центрального государства. Этот человек оправдал свою репутацию, и ярость его оказалась очень пугающей. Семью Наньгун из 3 великих семей преследовал человек такого размаха. За века истории имперского города такого не случалось никогда. Эта новость быстро дошла до поместья правителя Пылающего Солнца. Что? Правитель Пылающего Солнца разбил любимую нефритовую чашку об пол, и старшие старейшины, зная про его пылкий темперамент, встали на колени. Сегодня Чутянь вел себя слишком злобно, и это повредило репутации семьи Наньгун. Этот жалкий ублюдок собрал бешеных псов. Выплеснув гнев, правитель Пылающего Солнца быстро успокоился. Подавив злость, он сел. Проблема приносила все больше хлопот. Хоть эти старые псы не имеют влияния, выступать против них нелегко, особенно против старика Гоу Цаньцу. Старший старейшина спросил: «Правитель, если вы придете лично, это что-то решит?» Правитель не боится Гоу Цаньцу, в лучшем случае меня обругают. «К тому же, в этих старых псах нет ничего пугающего», сказал правитель Пылающего Солнца, но нахмурился. «Но если я сделаю ход, вступит безмолвный правитель». Безмолвный правитель тоже поддерживал Чутяня. Старейшины семьи Наньгун тут же замолчали. Мало кто в стране Южного Лета знал про сделку безмолвного правителя и Чутяня, если не считать Гоу Цаньцу и короля Пылающего Солнца. Правитель Пылающего Солнца лишь понимал, что их с Чутянем связывают непростые отношения. Защищая Чутяня, безмолвный правитель мог без колебаний выплеснуть гнев на совершенного правителя. Старший старейшина вдумчиво спросил: «Правитель, раз против Чутяня тяжело выступать, как насчет объединения? Например, с совершенным правителем заткнись». Посмотрел на него правитель Пылающего Солнца. «К чему мне работать с этим ядовитым змеем? У меня есть разногласия с Чутянем, но он — это он, а я — это я. Между нами четкая граница. Запрещаю тебе поднимать этот вопрос. Да, старейшины семьи Наньгун остались разочарованы. Безмолвного правителя поддерживала семья Дунфан, поэтому он был самым могущественным. Правитель Пылающего Солнца или совершенным правитель не могли справиться с ним в одиночку, поэтому успех им светил лишь в том случае, если они станут работать вместе. Что они будут делать, если правитель Пылающего Солнца не хочет сотрудничать с совершенным правителем? Наньгун Юнь следовало выманивать не спеша. Глава 293. Фильмы. Если правитель Пылающего Солнца был вспыльчивым старым тигром, то совершенный правитель был зловещей ядовитой змеей. Иногда ядовитая змея бьет смертоноснее, чем старый тигр. Что касается людей вроде семьи Ван, то их Чутянь совсем не уважал. Когда Наньгун Юнь узнала, что Чутянь прогнал семью Наньгун, она, тронутая до слез, подбежала к Чутяню и крепко обняла его. «Спасибо, я правда не хочу возвращаться в семью Наньгун. Боюсь, из-за того, что ты помог мне от них избавиться, последует много неприятностей. Их привлекла я». «О чем ты говоришь?» Чутянь уверенно ударил себя в грудь. «Как босс я должен защищать подчиненных. Будь уверена, ты останешься в торговом чуде. Расслабься, правитель Пылающего Солнца не будет поступать опрометчиво». Откуда в Чутяне взялась эта уверенность, сестры Мэн расспросили Чутяня о том, что случилось сегодня. Чутянь честно рассказал все, и они удивились. Он оскорбил не только короля Южного Лета, но и монарха Пылающего Солнца с семьей Ван. Оскорбив их в королевском суде, он ушел целым и невредимым. Странно, озадачилась Мэн Цину: король Южного Лета очень жестокий, а ты сегодня совсем его не уважал. Как он так легко тебя отпустил, Чутяню этот исход странным не показался. Как молодая госпожа с таким умом этого не понимает? Мэн Цину нахмурила брови. Тогда объясни.
Во-первых, у короля Южного Лета недостаточно оснований, чтобы меня наказывать. Во-вторых, король Южного Лета боится безмольного правителя и великого ученого. В-третьих, видимо, он понял мою ценность в создании баланса сил в имперском городе. Первые два пункта звучали разумно. Но что значил третий пункт, Чутянь подробно объяснил. В королевском суде я не только оскорбил короля Пылающего Солнца, но и преподал семье Ван жестокий урок, и совершенный правитель меня возненавидел. Дело в их отношении с королем Южного Лета, в разрушении этих отношений. Меня поддерживают великий ученый и безмолвный правитель, и я буду формировать в имперском городе баланс сил. Я — существенный стержень баланса сил. Мэн Цин-У была умной, поэтому быстро все поняла. Королю Южного Лета подчинялись 3 правителя. Среди них царило молчаливое понимание, и друг с другом они не конфликтовали. Они оказывали влияние на всех, кроме великого ученого и семьи Ван. Король Южного Лета был правителем, однако не мог управлять этими группами людей. Появление Чутяня создало противоречие, и во власти имперского города разгорелся конфликт. Король Южного Лета не станет вмешиваться в их конфликт. Он будет отвечать лишь за контроль над ситуацией в целом. Поэтому он не хотел пока слишком уж награждать Чутяня. Безмолвный правитель и великий ученый явно защищали Чутяня, однако им следовало убедить короля Южного Лета. Совершенный правитель и правитель Пылающего Солнца хотели подавить Чутяня, но и им нужно было убедить короля Южного Лета. Силы Чутяня были незначительными. Но вращалось все вокруг него. Чем накаленным окажется конфликт, тем больше преимуществ будет у короля Южного Лета, потому что его помощь понадобится обеим сторонам. Преимуществ у него будет более чем достаточно. Вот как, на лице Мэн Цин-У отразился стыд. «Я не такая умная, как ты». «Эй, молодая госпожа, о чем ты говоришь?» «Не знать политические механизмы даже благо. Не говори так. Может быть, в будущем мне это пригодится. Пожалуйста, я всего лишь бизнесмен, я всего лишь изобретаю вещи за деньги, а не создаю нацию». «О чем думает молодая госпожа?» — спросил Чутянь. «Скорее расскажи про компанию». Мэн Цин-У начала отчитываться. Мэн Цин-У была лучшей женой Чутяня. Нет, лучшей помощницей. Мэн Цин-У не только выполняла обязанности, которые Чутянь на нее возложил, но и выполняла просьбы сверх этого. Изучение имперского города подошло к концу. Завод в имперском городе наконец построили. Торговое чудо сделало много закупок в имперском городе, а их товары уже распространились по магазинам. К тому же, из исследовательского центра центрального города пришли хорошие новости, что автомат закончен. Теперь их производили на оружейном заводе центрального государства. Мэн Цин-У добавила, еще мы стабилизировали технику изображения, и теперь можем передавать и записывать движущиеся изображения. Про это Чутянь уже знал. Над имперским городом уже возвышались несколько экранов. Стоит упомянуть, что мы с Наньгун, проводя тщательное исследование, вдруг обнаружили очень выгодный бизнес-метод. Сестры продолжали преподносить Чутяню приятные сюрпризы. Ох, и какой же, пусть расскажет Ин. Мэн Ин держала камеру, словно что-то снимала. Увидев Чутяня, она сразу же красиво, ослепительно улыбнулась. «Чутянь, давай, благодари меня, благодарить тебя. Молодая госпожа сделает тебя знаменитым». Чутянь удивился. «Неужели я недостаточно знаменит?» «Хватит баловаться», Мэн Цину сказала. «Не заставляй его гадать, просто скажи ему». Мэн Ин взволнованно произнесла. «Мы со старшей сестрой изобрели новую технологию. Мы нашли камень иллюзорного изображения, который создает иллюзорную картинку. В сочетании с камнем скрытого звука он создает движущиеся картинки». «К чему ты клонишь, идиот? Это большая возможность для бизнеса», серьезным тоном произнесла взбудораженная Мэн Ин. «Жители континента теперь живут насыщенной жизнью, но в душе у них пусто, им не хватает развлечений. Благодаря зеркалу скрытого изображения и сети иллюзорного изображения мы можем превратить легенды в серии фильмов и телешоу. Это будет куда интереснее книг. Я уже обдумала. Первая история будет называться «Кроваво-красная война». Это будет история про спасение бесчисленных жителей деревни и легендарную победу над злым демоном. Чутянь чуть не сплюнул. Откуда сестры взяли эту идею? В эпоху Чутяня уже существовали виртуальные пространства, поэтому фильмы и телевидение уже не были популярны. Чутянь никогда про это не думал, однако эта идея пришла в голову сестрам Мэн. Как с консервами. Хватало техники, но не хватало идеи. Мэн Ин выжидающе смотрела на Чутяня. «Что скажешь? Очень хорошо, очень хорошо». Напряг мозги Чутянь. «Мы только что прибыли в имперский город и должны расширить влияние. Это принесет торговому чуду быструю популярность». Мэн Ин кивнула. «У тебя будут какие-нибудь просьбы? Первый проект нужно сделать хорошо, мы не должны думать про стоимость или выгоду, и я предоставлю столько денег, сколько необходимо. Есть только одна просьба. Я должен быть красивым, ясно?» Мэн Ин посмотрела на него.
о прибыли можешь не беспокоиться. Старшая сестра — бизнес-гений, а она легко умножит вложенный нами вклад». Чу Тянь кивнул. Стоимость продукта действительно была невелика, а возможность заработать была сама по себе неплохой. Неужели они правда получат прибыль? Мэн Ин протянула Чу Тяню книгу. Вот история, которую мне передала старшая Наньгун, она станет сценарием фильма. Это упростит съемки. Взгляни, это была история про спасение, приключения и сражения. У этой девушки действительно был талант. Чу Тянь предложил: «Думаю, вы должны добавить немного романтики». Романтики. Как мы ее добавим? Добавьте главную героиню, и ей будешь ты, Мэн Ин. Ты будешь принцессой страны, тебя возьмет в плен король демонов. В конце тебя спасу я, а кончится история тем, что мы будем жить счастливо. Истории о принцессах и королях демонов существовали. У них должна была быть ниша даже в этой эпохе. Мэн Ин покраснела. У тебя нет совести. Разве это не смутит людей? Как ты можешь так думать? Это искусство. Как искусство может смущать? С серьезным лицом спросил Чу Тянь. Если тебе не нравится, мы можем поменять женщину на молодую госпожу. Для Наньгун это не проблема. Мэн Цин покраснела, но промолчала. Наньгун Юнь засмеялась. Я не возражаю. Нет, нет. Старшая — лидер компании, поэтому ей нужно поддерживать официальный облик. Старшая Наньгун очень могущественная. Принцесса слабая, как она сможет сыграть ее роль? Смущенно почесала в затылке Мэн Ин. Кажется, мне нужно пожертвовать собой ради искусства, все заулыбались. Как они могли не понимать ее мыслей, вдруг Чу Тянь задумался кое о чем особенном. Разве семья Наньгун и семья Вань не поступили слишком заносчиво? Посмотрите, как с вами разделается Чу Тянь, сказал Мэн Ин. Чтобы история стала интереснее, думаю, нам нужны и другие сильные враги. Например, обсуждение длилось около часа. План съемок можно было считать завершенным. Мэн Ин взволнованно заставляла всех сочинять историю. Фактическая стоимость съемок фильма была невысокой, потому что им не требовалось большого количества работников, лишь камни иллюзорного изображения. В стране Южного лета камни иллюзорного изображения были редким материалом. В стране Южного лета добывалось не больше 3 партий этой руды. С каждым годом ее становилось все меньше, и цена неизбежно росла. Стоимость этих материалов вернется к ним не скоро. Но сделать это было нужно. В имперском городе у торгового чуда было около 600 миллионов золотом, так что Мэн Ин выделили на фильм 200 миллионов. Они позволили делать ей все, что она хочет, не беспокоясь о деньгах, этого было достаточно, чтобы купить все камни иллюзорного изображения. Создав команду из 100 человек, Мэн Ин взялась за съемки. Используя все силы торгового чуда, все радиостанции, медиаформаты и другие каналы, Мэн Ин рьяно рекламировала фильм. Они оглашали информацию, связанную с фильмом. В имперском городе это вызвало большой переполох. Прежде люди слышали о пьесах, но с фильмами никогда не сталкивались. Еще Мэн Цину потратила деньги, купив несколько крупных театров имперского города и установив в них огромное зеркало, транслирующее изображение. Когда продюсерская команда Мэн Ин закончила работу, через зеркало можно было транслировать фильм. Новость распространилась по всему имперскому городу. Всех охватил сильный интерес. На первый в истории фильм обратили внимание все, от простолюдинов до дворян. Фильм стал темой, которую люди обсуждали за чаем и едой. Слово «фильм» быстро стало в имперском городе самым популярным новым словом. Глава 294. Производство завершено. Прибыв в имперский город, Чу Тянь поднял волну. Сначала он победил младшего мастера семьи Ван, потом выступил против правителя Пылающего Солнца, а потом заставил команду великого ученого прогнать членов семьи Наньгун, подняв шум в имперском городе. Чу Тянь остался жив-здоров и теперь проводил дни мирно. Торговое чудо работало над театральным проектом, который должен был произвести впечатление. Все понимали, что у Чу Тяня немалые силы, хоть он и оскорбил семьи Ван и правителя Пылающего Солнца, его не трогали. Но после яростной демонстрации первых дней Чу Тянь почти все время проводил за закрытыми дверями. В кроваво-красном храме он принял несколько сотен таблеток и до сих пор их не очистил. Такой большой запас энергии, хранящийся в его теле, в долгосрочной перспективе вызовет проблемы. К тому же, технология создания таблеток была слишком грубой, и в них было много вредных примесей. Чу Тянь не хотел столкнуться с побочными эффектами, поэтому совершенствовал таблетки, чтобы ослабить побочные эффекты. Нескольких сотен таблеток было достаточно, чтобы сделать Чу Тяня сильнее. В тыкве у него было еще больше 1000 таблеток, и этого должно было хватить на 2 месяца. Это позволит Чу Тяню достичь царства истинной души. В животе Лисенко было больше 10 000 таблеток.
Резерва было достаточно для сестер Мэн, Наньгун, Фэн Цайды, Юньяа и даже для Юньсяа, основных членов, чтобы продвинуть их в царство прославленной души. Это казалось преувеличением, но было совсем не им. Разве ресурсы, предназначенные для возрождения одной из 10 главных ветвей культа небесного демона, могли быть скромными? Это было известное воюющее королевство, и в одной этой ветви было больше 500 тысяч человек. Можно сказать, кроваво-красная ветвь на пике была даже сильнее нынешней страны Южного Лета. Если ресурсы, оставшиеся от этой сверхдержавы, могли помочь им восстановиться, то разве они не смогут помочь нескольким экспертам царства истинной души? Головная боль Чутеня заключалась лишь в том, что Лисенок был умнее человека. Как его обмануть? Он был тот еще скряга, Чутянь пытался обмануть его разными способами, но безрезультатно. В конце концов, ему пришлось пообещать платить проценты, чтобы Лисенок неохотно отдавал часть своей коллекции и давал ее хозяину в долг. Чутеня переполнял гнев. «Черт возьми, я твой хозяин. Ты заставляешь хозяина брать кредит и так высокомерно себя ведешь, это неподобающее поведение для домашнего питомца. Разве питомец — это не собственность хозяина, брать в долг? Сам бери в долг. Если бы не тот факт, что у тебя в желудке еще много ресурсов, я бы прямо сейчас тебя выпорол». Как-то так и прошли безопасные 2 недели Чутеня в имперском городе. Весь день он культивировал, пытаясь прорваться. Показатели Чутеня росли быстро. За 2 недели он прорвался дважды, достигнув 6-го уровня пробужденной души. Наньгун Юнь тоже достигла 6-го уровня пробужденной души, Мэн Цин Уй Мэн и наказались чуть медленнее, однако уже стали экспертами 5-го уровня пробужденной души. Странным для Чутеня было то, что когда он получил кровавую чашу, трупы инь стали заметно прогрессировать. 18 трупов инь получали божественную кровь, и сила их превосходила силу Чутеня. Они достигли пика 7-го уровня пробужденной души. Это означало, что у торгового чуда было 18 могущественных стражников царства истинной души. Чутянь поражался силе духовных богов. Совершенствуя трупы, он применял по 1-2 капли разведенной божественной крови, и это был расчет на все 18 трупов. Эффект оказался действительно приятным сюрпризом, и, естественно, дело было в чаше. Кровавая чаша порождала настоящую кровь, которая увлажняла трупы инь, позволяя им за короткое время получить больше энергии. Но сила кровавой чаши была ограничена, и она не могла порождать кровь бесконечно. После последнего очищения настоящая кровь кровавой чаши испортилась. Кровавая чаша легко могла производить еще больше настоящей крови. Просто ему нужно было купить много звериной крови высокого качества и влить ее в чашу, чтобы получить настоящую кровь. Этот цикл займет не меньше 2 недель, но не больше месяца, поэтому бросать дело было нельзя. Но нынешней силы трупов инь было для торгового чуда достаточно. В любом городе страны Южного Лета 18 могущественных и преданных стражников могли создать силу, на которую нельзя было смотреть свысока. Пока Чутянь изучал трупы инь. «Чутянь, ты там?» Вскочила разгоряченная Мэн Ин. Хорошие новости, кроваво-красная война закончена. Что? Уже готово. Чутянь думал, что понадобится 1-2 месяца, но прошло лишь 2 недели. Мы быстро купили материалы. Естественно, при материальной поддержке все закончилось быстро. Старшая сестра устраивает предпоказ. Хочешь посмотреть? Что за чушь? Конечно же, хочу. Чутянь придавал кинопроекту большое значение. Не говоря уже о том, что над ним работала Ин. Чтобы создать фильм, она наняла больше 100 человек и ежедневно работала над сюжетом и съемками. Как он мог не поддержать такой тяжелый труд? В штаб-квартире Мэн Цин открыла личный театр. Это был театр торгового чуда. Вмещал он 500 человек, перед которыми стояло огромное зеркало. Конечно же, это было не просто зеркало, а зеркало для передачи изображения, созданное торговым чудом. В театре сидели несколько главных членов торгового чуда. Когда они увидели вошедшего Чутеня, Наньгун Юнь вскочила. «Босс, почему ты опоздал?» «Мы ждали тебя, разве ты не знаешь? Простите, простите». Засмеялся Чутянь. «Мы можем начинать». Мэн Цин удала знак рукой, и сотрудник достал хрустальный брикет. Он был сделан из сжатого камня скрытого изображения и мог сохранять движущееся изображение, поэтому на него можно было записать фильм. Мэн Цин назвала его видеодиском. «Давайте начинать». Возле сотрудника торгового чуда находилась небольшая магнитная башня изображений, и сотрудник поместил в ее энергетический массив видеодиск. Массив активировался автоматически и в управлении не нуждался, поэтому, когда видеодиск поместили в массив, большое зеркало стало испускать свет. «Вот оно, вот оно!» Взволнованно закричала девушка. Даже обычно спокойная Мэн Цин не могла скрыть гордости, проступившей на ее лице. На большом экране появилось изображение, и первым делом показался глаз орла, который раньше никогда не видели с близкого расстояния. Глаз был очень отчетливым и глубоким, в нем отражалась земля. Потом камера быстро отдалилась от глаза. Орел нырнул к земле,
из динамиков донесся орлиный крик. Он был отчетливым и погружал зрителей в ужас, дубляж был сделан очень хорошо. Звук записали на магнитный звуковой диск, а потом транслировали через динамики. Его синхронизировали с изображением, и люди не видели недостатков. Когда орел спикировал вниз, он пролетел над красивым пейзажем, а потом нырнул к старому замку. Мрачный старый замок создавал чувство древности и запустения. Возле него выстроились несколько десятков тысяч культиваторов, которые явно были культиваторами секты. Раздался глубокий низкий голос. 300 лет назад существовал злой демонический культ, возникший в королевстве, который называлось кроваво-красной сектой. Они были жестокими, властными, тираническими, убивали людей, словно вырывали сорняки. Чтобы культивировать демонические техники, они лишали жизни любых живых существ, картинка поменялась. Бесчисленные демонические культиваторы строили бассейн крови, собирали эссенцию крови, а их жертвы жалобно кричали. Эта сцена заставляла людей замереть. Наконец, злые поступки кроваво-красной секты привлекли возмущение народа, на экране возникла битва, а из динамиков зазвучал шум сражения. После трагической битвы власть кроваво-красной секты пала, а злые демонические культиваторы скрылись. Но действительно ли их истребили? Никто не знал, что лидер уничтоженной секты оставил состояние, предназначенное для возрождения кроваво-красной секты. За этим последовало затемнение. История еще не началась, а саспенс уже появился. История была основана на приключении Чутеня, уничтожении кроваво-красного храма. Но чтобы сделать историю уникальной и повысить театральность, внесли много изменений. Кроваво-красная ветвь была ветвью культа небесного демона, а теперь она стала независимой сектой. Чутянь превратился в странствующего культиватора-мечника, а Мэн Ин стала принцессой. Мужчина и женщина влюбились друг в друга, но из-за разницы в статусе столкнулись с множеством трудностей. Возрождение кроваво-красной секты привело к тому, что в жертву приносили тысячи девушек. И в итоге они случайно похитили принцессу. Мужской персонаж пришел к Алому болоту и отправился к старому замку, чтобы спасти принцессу. Некоторые события были реальными, например, Чутянь проник в кроваво-красную секту под прикрытием. Однако многое изменили ради драматического эффекта, и они прекрасно переплелись с настоящей историей. Но было и кое-что упомянуто. Мэн Ин добавила в историю Ван Ту, Цзо Яня и Гончих войны. Естественно, Чутянь попросил оскорбить их, поэтому он коварно подпортила им репутацию. Ван Ту и Цзо Янь пришли за сокровищами и ради этого бросили свою страну. Они без стеснения использовали жителей в качестве приманки и даже сговорились с племенем Гончих войны. Итог истории был идеальным. Когда мужской персонаж победил лидера кроваво-красной секты, он счастливо зажил с принцессой в уединении. Встав, Чутянь шумно вздохнул. Хорошо, очень хорошо. Не думал, что первый фильм «Торгового чуда» окажется таким великолепным. Он превзошел мои ожидания, это был не просто комплимент. «Кроваво-красная война» и вправду была великолепной. Длился фильм 100 минут, он был полон приключений, любви, охоты за сокровищами, ответственностью, честью. Части истории прекрасно переплетались друг с другом. Чтобы создать такое, нужен был крепкий фундамент, и трудно было представить, кто был режиссером. К тому же, в фильме было много мягкой рекламы продукции «Торгового чуда». Например, электрический свет, фонограф, горшок с источником энергии, консервы. Это был очень мощный рекламный метод, Мэн Ин с гордым выражением лица произнесла. Естественно, разве ты не знаешь, кто его режиссер? Я пригласила лучшего режиссера имперского города, а остальные помогали ему делать фильм. Безупречная работа, сказала Мэн Цину. Думаю, пришло время показывать его в театрах, чтобы в этом убедились жители имперского города. Сколько будут стоить билеты? Думаю, хватит и 20 золотых монет, Чутянь оторопел. Так дешево. В эту работу вложили примерно 200 миллионов золотых монет. Но Чутяня это не волновало, потому что беспокоился он не о деньгах. Мэн Цин с уверенным видом произнесла: «Расслабьтесь. На этот раз мы не только не потеряем деньги, но и получим шанс заработать огромную прибыль». Глава 295. Начало показа. В общей сложности «Торговое чудо» создало 4 театра, и в каждом имелось 10 залов, вмещающих по 4500 человек. Раз они начали показ, им предстояло подготовиться. Сначала зашла речь о цене. Президент Чутянь сказал, что театры станут более популярными местами развлечений, чем публичные дома. Они будут обслуживать мужчин и женщин, молодых и старых, и каждый останется доволен. Поэтому билет стоил лишь 20 золотых, а зарезервировать место можно было за 100 золотых. Все не могли в это поверить. Торговое чудо было благотворительной организацией.
Это было просто невероятно. За эту цену в имперском городе нельзя было послушать немного пения и даже посмотреть часть спектакля. Разве аристократы имперского города считали эти деньги деньгами? Даже нищим подавали больше, эта цена была для среднего и низшего классов жителей. Инвестиции в первый в истории фильм насчитывали 200 миллионов золотом. Как они могли вернуть сумму? Исходя из нынешней ситуации, достичь поставленной задачи было невозможно. Когда торговое чудо выпустило другое объявление, люди поразились. Фильм будут показывать лишь определенное время. Торговое чудо установит в своих ресторанах, на площадях и в других общественных местах свои зеркала. Это значит, что после первого показа начнутся публичные трансляции. Насладиться красотой театра смогут даже жители низшего класса, чего добивалось торговое чудо. У них действительно так много денег, которые можно выбросить на ветер. Благодарность не соответствовала характеру торговцев. Конечно же, у людей были свои догадки. Некоторые думали, что торговое чудо не пытается заработать на фильмах деньги. В каждом театре будут продаваться консервы, которые будут стоить дороже нынешних, и они попытаются отбить деньги за счет этих продаж. Некоторые говорили, что торговое чудо вообще не пытается заработать. Это было лишь продвижение технологий передачи изображений, а главный герой и главная героиня повышали влияние торгового чуда на имперский город. Они вызовут большой переполох, а когда распространится слава, торговое чудо станет знаменитым, было и множество других мнений. Фильм еще не показали, а он уже привлек внимание всех жителей имперского города. Продали первые билеты, театр должно было заполонить море людей. В один миг продалось больше 20 тысяч билетов, а с рук их можно было купить за цену, которая была в 4-5 раз больше изначальной. Резерв мест принес не меньше нескольких десятков тысяч золотом. Если исходить из этого, то каждый показ принесет около миллиона золотом, и если они будут проводить в день 8-9 показов, разве это не принесет им в день 10 миллионов золотых монет? Если так и будет продолжаться, теоретически они смогут окупить потери, но это было невозможно. Во-первых, 20 тысяч человек в день, 600 тысяч человек в месяц. Что это за концепция? В имперском городе было меньше жителей, а развлечения этой эпохи были очень простыми. Искусство не развивалось, а монотонные пьесы не могли привлечь внимание людей. Благодаря крупномасштабной рекламной кампании «Торговое чудо» уже через несколько дней могло собрать полный зал. Месяц это продолжаться не могло, и даже если бы это случилось, они бы ограничили количество показов, потому что достигли бы верхнего предела доходов. Неважно, с какой точки зрения, это выглядело неприбыльным делом, это связано с дополнительными расходами. Они потратили эти деньги, чтобы завоевать аудиторию. Или причина была в другом, полное любопытство, все уделили театрам еще больше внимания, что они планируют, плохо дело, плохо. Вбежала Мэн Ин, словно охваченная огнем. На ее нежных белых щеках показался милый румянец. Наш крупнейший театр зарезервировал Королевский дворец, услышав это, Чутянь оторопел. Что произошло? Только что я получила королевское воззвание, отправленное Королевским дворцом. Мэн Ин лично протянула Чутянь воззвание, чтобы он прочитал сам. Король Южного лета лично придет посмотреть фильм, и он хочет забронировать все места по цене в 10 раз больше. Но мы уже продали билеты, Наньгунь Юнь переполнял гнев. Король Южного лета хочет забронировать для себя целый театр, это уже слишком. Еще король Южного лета пригласил нескольких наложниц, 3 правителей и разных членов главных семей, чтобы они посмотрели шоу вместе. Их несколько сотен, и все они аристократы высшего класса, бронирование по цене в 10 раз больше, сумма казалась большой, но крупнейший театр торгового чуда мог вместить больше 800 человек, а обычный билет стоил всего 20 золотых. И какова же была повышенная цена? Неужели у торгового чуда не будет денег? Не беспокойтесь. Все хорошо, произнесла приятно удивленным тоном Мэн Цин, в которой совсем не волновалась. Все эти аристократы до неприличия богаты, и если кто-то из них впечатлится театром, то расскажет другим, и они тоже забронируют театр. Мы не можем этого допустить. Другое дело, что на шоу приезжает сам король Южного лета, для нас это очень хорошая реклама, она была права. Это был так называемый эффект знаменитости. Если король придет смотреть, то как могут не прийти другие? Если фильм понравится королю Южного лета, то для торгового чуда это будет серьезной рекламой. Чутянь кивнул. Кажется, систему нужно улучшить. Кто-то хочет заплатить в 10 раз больше. Теперь, если кто-то хочет забронировать театр, пусть платит в 200 раз больше. Разве аристократы не богаты? Пусть тратятся, это вызвало немало проблем. Билеты вернули людям, и сердца их наполнились огорчением. Однако торговое чудо вернуло им деньги, а отказать королю Южного лета они не могли. Вот-вот должен был начаться первый показ, торговое чудо отправило в театр много стражников. Король Южного лета привел в театр группу людей. Их пригласил король Южного лета, и каждый из них был важной личностью, входящей в высший класс имперского города. Они привели своих родственников, и театр наполовину заполнили 300-400 человек.
Чутянь приглядывался, но членов семьи Ван не разглядел. Семья Ван была умна. Семья Ван понимала, что фильм намекает на них, поэтому они смутились бы до смерти, если бы показались тут сегодня. Им стало бы за себя стыдно. Пришел монарх Пылающего Солнца Наньгун Янь. В конце концов, он был одним из 3 правителей, как он мог отказать? Он хотел посмотреть, что за игру ведет Чутянь. Чутянь привел нескольких членов торгового чуда, чтобы поприветствовать их. Когда король Южного Лета увидел Чутяня, то повел себя очень спокойно. Без тепла, без холода он мягко сказал: «Изобретения торгового чуда принесли мне пользу. Надеюсь, вы сосредоточитесь на практичных изобретениях, а не на таких развлечениях. Понятно? Чёрт. Я никогда не просил тебя приходить. А ты пришел и отчитываешь меня. Вы правы, правы», — лишь засмеялся Чутянь. «Прошу, мой король, садитесь». Король Южного Лета занял зарезервированное место. За ним пошли безмолвный правитель, правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель. Показ контролировал не Чутянь, а магнитные звуковые вышки и магнитные вышки изображения, расположенные в штаб-квартире торгового чуда. Радиовещание и показ изображений в разных театрах были синхронизированы. Вскоре заняла свое место группа старых мастеров. Зеркало, 20 метров в ширину и 40 метров в длину, сразу же осветил свет. Раздались звуки фильма, и все приникли к красоте экрана. Когда показали поле боя с десятками тысяч людей, зрители нашли эту сцену такой реальной и потрясающей. Король Южного Лета и 3 правителя оторопели. Как они это сделали? Так реалистично, что даже трудно представить, у других людей было то же самое чувство. Это было крайнее удовлетворение. В небольшом театре они видели красивые зрелища и грандиозные панорамы. Они могли, не выходя из дома, пережить невероятное приключение или даже побывать в мире, существующем лишь в воображении. Когда перед ними развернулась история, потрясенные зрители стали тревожиться. Это изобретение было слишком великолепным. Что касается сюжета, то он был продуманным и даже не мог сравниться с наиболее популярными сценариями. Но времени на сравнение не было, потому что всеобщее внимание привлекла напряженная сюжетная линия. Команда Мэн и уделила внимание каждой детали. Будь то приключения, сражения, любовь или саспенс, все они привлекали интерес людей. Людям показывали 3 темы — тирания, жадность и бесстыдство. Когда главную героиню похитил демоны, всем показалось, словно им в сердце вонзили клинок. У многих зачесались зубы. Им хотелось лично вскочить и разорвать на кусочки червей из кроваво-красной секты. Серия душераздирающих приключений и проникновения под прикрытием заставили зрителей ощутимо забеспокоиться. Наконец, лидер кроваво-красной секты, находясь на пороге смерти, активировал ловушку для уничтожения и бросил туда главного героя и главную героиню. А сам он сгинул в бездонном болоте. Когда показали эту сцену, у особо эмоциональных девушек глаза вспыхнули слезами. Когда все решили, что главный герой умрет, на его теле нашлось сокровище, которое позволило им сбежать. Главный герой в уединении зажил с принцессой, и они прожили счастливую мирную жизнь. Для Чутяня это была очень сухая история. Но для людей этой эпохи она была полна чувств. Когда погас последний кадр, все встали и зааплодировали. Король Южного Лета был слегка потрясен. История оказалась слишком великой, театр непременно станет популярным, даже если не думать про Чутяня, не думать про сиюминутный заработок. Что будет, если построить театр в каждом городе? Несомненно, это принесет огромную прибыль, у короля Южного Лета засверкали глаза. Думая о влиянии театра, король Южного Лета вдруг просиял, его осенило.